Запускаем станок, включаем, работает. Выключаем, переключаем направление, работает. Выключаем. Все. Никаких лишних телодвижений. Всем привет! Меня зовут Виктор Жерфанович. И вы на моем канале, где я рассказываю о своих хобби. И сегодня продолжу попытки улучшения и модернизации китайского токарного станка. Есть определенные успехи. Затрачено гигантское просто количество времени, которое того абсолютно не стоит. Затрачена масса дополнительных финансов, но все равно я не сдаюсь. Я хочу все-таки выжать из этого проекта максимум для меня. Возможно, прийти к тому, что буду стабильно и уверенно выполнять свои операции на данном станке. Но все равно косяков море, проблем море. Конструктивно станок просто сырой, недоработанный, но выпускаемый очень много лет. Похоже, что китайцы не собираются его улучшать или выпускать более нормальные, стабильные версии. Что же поделать? Значит, имеем то, что имеем. Для профессионалов, я однозначно говорю, нужно пользоваться профессиональным оборудованием, пусть и бэушным, потому что все вот это хобби, это трата времени в удовольствие. Поэтому, ребята, сегодня хочу перейти к электрической части, электронно-электрической, суметь управлять станком, чтобы после включения он поддерживал те обороты, которые были выставлены ранее во время предыдущего этапа резки, чтобы каждый раз не крутить резистор. Это в принципе та цель и задача, которую я себе поставил и хочу реализовать. В прошлых видео на моем канале вы можете посмотреть рассказ о том, как нарезается резьба и как нужно крутить ручки, туда-сюда все это мотать, все это сбивается. Все рассказано подробно. Если кого-то устраивает такой режим работы, замечательно, ребята, пользуйтесь. Если кто-то пробовал практически это делать, наверное, со мной согласятся, но каждый вправе иметь свое мнение. Помним, что все опыты и эксперименты мы делаем на свой страх и риск. Всегда перед началом работы выключаем устройство. После расположения узлов и блоков в удобное, надежное положение проверяем вольтажи, чтобы не было выхода в какой-то силовой части. Покупая любое электрооборудование, к нему в обязательном порядке должны быть электросхемы, паспорт. Конечно же, у меня есть такой же паспорт, в котором на плотной бумаге. Доходим до раздела электросхема. Начнем схему номер 1. Мы видим, что сверху дана почему-то с моим станком схема для щеточного мотора. Подключаем на двух проводах. Обыкновенный 20-вольтовый мотор со щетками. Но, почитав, мы найдем, что схема для станка со щеточными, а бесщеточный мотор схема номер 2. Она более аскетичная. Фактически придется всю разводку, которая здесь есть, перепроверить и оттранслировать сюда. Ну, даже для того, чтобы просто иметь возможность потом фиксировать свои изменения по схеме. Проверяем, есть ли напряжение на потенциометре на резисторе. 6 вольт. Проверяем напряжение на потенциометре. Напряжение меняется. 1,8 вольта. 6 вольт. То есть управляющее напряжение сейчас подается на плату управления. Индикация 0. Значение. Значит, запускаем станок на минимальный ход. Проверяем напряжение на резисторе. Общий диапазон не изменился. 6,1 вольт. 0,2
управляющая. Все бы было для экспериментов хорошо, но проверим относительно массы напряжение на контактах. На потенциометре одинаково, на разрывателе 125 вольт. Так что вот, ребята, про осторожность работы с такими устройствами. Как видите, 125 вольт находится рядом со схемой низковольтовой. Явно работает в высоковольтной части. Еще разочек показываю. 125 вольт. При том, что интересно, в минусе постоянка 125 вольт. Очень-очень интересно. То есть это явно напряжение взято с силовой части частотника. Итак, впаял два переключателя на силовую часть красный, в разрыв управляющего электрода с потенциометра черный включатель. Значит, сейчас потенциометр в нуле. Запускаем станок. Пробуем включение. Нету. Станок работает на 220 оборотах. Пробуем выключить. Станок неуправляемо начинает разгоняться. Дальше проверка всех вариантов показывает, что выложенная на ChipMaker.ru схема для моей платы не работает. Решаю моделировать другой вариант уже собственной реализации. Итак, схема устойчиво работает на тех оборотах, которые заданы на потенциометре. Включаю силовую, включаю обороты. Выключаю силовую, выключаю обороты. Второй вариант. Включаю силовую, включаю обороты. Выключаю обороты. Станок тоже останавливается, но неизвестно, насколько устойчиво. Выключаю силовую. Пробую вместе включить. Запускается. Пробую все-таки включить сначала обороты, потом силовую. Обороты, силовая, не запускается. Необходимо будет реализовать или механически это включать, или реализовать схему с задержкой, где будет при включении тумблера сначала включаться силовая часть, а после этого через задержкой там в какую-то долю секунды будет запускаться управляющая часть с потенциометра. Вот давайте еще какие-нибудь, вот чуть другие сделал обороты. Включаю, включаю. Все, никаких потенциометров, никакой мучения. Переходим к прорисовке схемы, реализации реле для обеспечения выключений и сборки первого макета. Приготовил уже макет для запуска. Планировал взять плюс 5 вольт отсюда. Значит, с землей это как раз плата у нас индикатора. Подключаю свое реле. В результате ничего не работает. Проверяю напряжение на контактах 3,8 вольта. При подключении нагрузки вольтаж падает ниже, вырубается индикатор. Хотя плата работает. С этой стороны это вот этот разъем. Вот он на плате. Вот этот большой разъем. Ну, соответственно, земля с этой стороны плюс 5 с этой стороны. Ну, что интересно, снимаю разъем, замеряю напряжение 5 вольт. Подключаю небольшую нагрузку в виде индикатора. Вольтаж падает до 3,8. Значит, явно или где-то через резистор, через шунт пущено питание, или же стабилизатор не держит напряжение. Вот вам и китайская электроника. То есть наш индикатор, который на панели мы видим, запитан недостаточным напряжением на 3,8 вольтах. При этом, что интересно,
Вот этот разъем, вот этот серо-коричневый провода, это разъем, который идет на потенциометр. Заявлено на электросхеме, что там будет 5 вольт, по факту 6,2 вольта где-то. Так как обманулся со схемой в 5 вольт и купил 5-вольтовое реле, буду делать всю схему уже на 5 вольтах. 50 Ом резистор, 1500 микрофарад на 16 вольт конденсатор. Использовал готовую 1-долларовую платку китайскую. Пока что по временке так. Припаялся на разъем провода нуля и разрыва потенциометра. А это моя запитка. Вынужден пока что использовать по временке блок питания. Это конечная схема устройства. Теперь у меня шлейфы рассоединены. Один шлейф у меня на индикатор. Второй шлейф у меня приходит на переключатель. Третий шлейф приходит на тумблеры переключения, ну и соответственно реле. То есть теперь у меня, если отключить разъемы здесь с этой стороны, то можно их просто вытянуть и рассоединить две платы. Два провода не Буду задействовано. использовать для проброса 5 вольт питания от дополнительного блока питания. На лицевой стороне имеем тумблер включения, тумблер переключения направления, регулятор и секретная кнопочка, о которой я расскажу в следующих видео. Запускаем станок. Включаем, выключаем, переключаем направление, выключаем, включаем, добавляем обороты, выключаем, включаем, обороты увеличились. Выключаем. Все. Никаких лишних телодвижений. А вот об этой кнопке я расскажу в следующих видео. Не забывайте подписываться на канал. Всегда рад вашим комментариям, советам. Всего хорошего. Будьте здоровы.